Итак, друзья, всем привет! На повестке дня у нас новая сборочка Windows VNext, будем ее так называть, 25197, из канала Developer. Давайте поговорим на эту тему. Что нового в этой сборке? Значит, панель задач, оптимизированная для планшетов. Microsoft повторно выпускает панель задач, оптимизированную для сенсорного ввода. Представлено новое состояние панели задач, специально разработанное для того, чтобы вы чувствовали себя более уверенно и комфортно, используя свое устройство в качестве планшета. Панель задач автоматически переходит в эту оптимизированную версию, когда вы отсоединяете или откидываете клавиатуру на устройстве. 2 в 1. Эта функция работает только на устройствах, которые можно использовать как планшеты. Она не работает на ноутбуках или настольных ПК. Выглядит это следующим образом. Существует два состояния этой панели задач, свернутая и развернутая. В свернутом состоянии панель задач не мешает вам, дает больше места на экране и предотвращает случайный вызов панели задач, когда вы держите планшет. В развернутом состоянии панель задач оптимизирована для более удобного использования при касании. Вы можете легко переключаться между этими двумя состояниями, проводя пальцем вверх и вниз по нижней части устройства. Обновление системного трея. В этой сборке представлены обновления системного трея, которые затрагивают все типы устройств, а не только 2 в 1. Улучшения и изменения. Начато развертывание анимированных значков и иллюстраций в приложении параметры. С помощью анимированных значков на панели навигации продолжает совершенствоваться принципы motion дизайна, чтобы улучшить привычное взаимодействие. Вот как это выглядит, давайте мы зайдем с вами. Вот, и как мы можем видеть, вот сюда смотрите, на значок. Это сделано неплохо, мне кажется. Это приживется. Поехали дальше. Вот. Сделано небольшое изменение, которое начало развертываться со сборки 25179. Чтобы улучшить частоту повторений нажатий клавиш для традиционной раскладки сенсорной клавиатуры, а также для раскладки сенсорной клавиатуры по умолчанию, чтобы она стала более отзывчивой и доступной для всех участников программы предварительной оценки Windows на канале Dev. Теперь установлена скорость 20 клавиш в секунду, например, при удерживании клавиши удаления. Обратите ваше внимание на панель поиска. Microsoft работает над поиском в стиле Windows 10. То есть теперь оно выглядит так. Мы нажимаем, и открывается поиск. Но мне кажется, что я бы сделал немножко иначе. Я объясню как. Чтобы не открывалось это вот окно, а чтобы писалось прямо здесь. Например, я курсор навожу и могу писать. Далее. Пройдемся с вами еще по одному изменению. Я заметил это в данной сборке. Это у нас персонализация, пуск. Теперь можно сделать вот больше закреплений и отключить вообще рекомендации. У нас будет теперь место для закрепления и не будет этих рекомендаций. Можно отключить, показывать недавно добавленные приложения, показывать часто используемые приложения, показывать последние элементы в меню пуск, в списках переходов и в проводнике. Это тоже можно отключить. Также здесь можно рядом с кнопочкой, чтобы выключение, чтобы появлялись, например, параметры. Что-то еще можно включить. Проводник, допустим. Ну то, что теперь есть возможность немножечко пуск настроить под себя, это очень даже неплохо. Надеюсь, что вот эта тема, она будет развиваться и будет это выглядеть наиболее юзабельно, и чтобы была возможность это кастомизировать в более широком спектре. С вас лайк, подписка, комментарий. Увидимся в новых роликах. Всем пока!